ребятки, всех приветствую. Хочу посмотреть, как зайдет новая рубрика у вас. Делаю прогноз на неделю, потому как сделала уже на короткие ролики. И там, конечно, на предстоящую неделю трэш да угар. Давайте посмотрим предупреждение вот общим раскладом. И, скорее всего, посмотрим, что ждет недоброжелателей за их потуги несчастные. Итак, вопросы, связанные с вашей работой. Много кто-то на себя взвалил. К кому-то проявляете слишком много доброты. Подумайте над этим. Здесь будут деланы работы именно на вашу деятельность. Понимаете, здесь будут прям как призраков направлять на ваши труды. Хотят, чтобы вы выдержали испытание некое. Человек скрывается. Человек, который играет с вами. А почему ты скрываешься, ссыкло? А вы знаете, кто это. Вы знаете, кто это за человек. И, в принципе, здесь еще и черный практик, маг. А что скрываешься? Не дают ему покоя ваши знания, не дает ему покоя ваш рост, понимаете? Особенно по карьерной лестнице. Аж прям распирает человека. Ну, давайте попробуем узнать, что там у него за планы. Работа будет делаться так, чтобы вы не заметили, не поняли, что к чему и откуда ветер дует. Сделано будет на то, чтобы вы несли потери. Да, прямо здесь, понимаете, здесь денежная магия. Чтобы у вас не было этих денег. Не было. Не хотят этого. Чтобы вы как будто бы запутались в надуманных проблемах, вместо того, чтобы воплощать новые проекты, идти дальше по карьерной лестнице. И, собственно говоря, поднимать свой, расширять свой финансовый канал. Вы знаете, вот человек хочет сделать привес на ваш финансовый канал. И смотрите, уже ему поступили намеки о том, что лучше бы он туда не лез, потому что станет марионеткой определенных сил. Каких сил? У него неожиданно что-то произойдет. Что? Из-за его эгоизма. Станет жертвой, сам станет жертвой. Вот смотрите, чем больше человек сует насяку в ваши дела, тем больше он будет терять, а тем больше он будет и быстрее приближаться к своему материальному статусу бомжа. Давайте я вам так скажу. А что играется с вами? А потому что человек... Смотрите, девочки, кто практики, у кого свои каналы, да, YouTube, там, допустим, вы в соцсетях, да неважно, даже если вы не практики, у вас интернет есть, работа в интернете в смысле, есть соцсети, этот человек представляется кем-то и сидит, следит, возможно, даже переписывается с вами. Но дело в том, что это он уже не раз пытался сделать, и его попытки все заканчиваются потерями и бесплодием, потому что у вас есть защита. А защита основана на том, что вы раз и навсегда решили для себя избавиться от старого, потому как вот эти вот маскарадные товарищи вам и нафиг не впали. Еще что вам нужно знать? Проявите свою силу, пожалуйста. Знаете в чем? Вы будете получать подарки. Давайте уточню, от кого, от чего подарки. Будете брать власть в свои руки. Здесь кто-то попытается вам подклад подсунуть, но программа подклада, она аннулируется.
Здесь человек не может победить свои эмоции, понимаете? Здесь прям ревностное такое состояние на ваш достаток, на ваше именно... Не сколько достаток, знаете, а на ваше продвижение. Прям бесит человека, что вы идете вверх, понимаете? Потому что чем выше вы, тем ниже скатывается он или она. Здесь соперница, здесь баба вылезла. Возможно, как-то проявит себя, да. Захочет, я же сказала, под подставными какими-то никами, фейковыми там страницами, захочет с вами пообщаться, либо выйдет с вами на связь. Человек под сущностью находится. А что тебе будет за попытку влезть? Она думает, что для нее решится проблема. А какая проблема, по-твоему, должна решиться? Она какой-то встречи с кем-то ждет и считает, что, перекрыв ресурсы вам, она эту встречу получит. Встречу с высшими, видать, инстанциями для получения внутреннего потенциала, то есть для раскрытия собственных способностей, видимо. Я, говорит, подожду, и тогда смогу реализовать себя. Но на самом деле ее ожидает предательство, и она еще будет обижена, потому что у нее не будет получаться то, что она себе запланировала. Ну, будет потом думать, зря я туда полезла, себя будет самобичевать, уничижать и находиться в состоянии жертвы. И, видимо, во все тяжкие сразу нужно будет показать себя на публику, дабы через секс как-то... найти отдушину себе. Да, я же сказала. Чистая искренняя любовь, но вы посмотрите все на мои сиськи, на мои письки. Замечательная, прям духовная личность, ебё мать. Да, я духовную силу получу, я доступна для высших сил. Связи с родом хочется. Хочется, чтобы род как-то помог ей... понимаете, и знания прокачать, и в бизнесе, чтобы ей полегчало. А здесь ссора из-за ее работы против родовой системы, своей же. Здесь баба, которая прям плюнула на свою родовую ветку своими поступками, своими деяниями, и сейчас у нее идет ссора с родом. Конкретно бьет по ее рабочим аспектам, и параллельно с этим вы поднимаетесь. То есть вы поняли, да? Что человека коробит. А у нее был выбор, она решила, что она тут будет расправу какую-то свою чинить, быстренько куда-то либо направилась, либо к кому-то, либо к чему-то, за поддержками к определенной силе, и сама попала в паутину. Вокруг вас плетет вот эти все моменты, да, чтобы своровать у вас ваше, а сама попадает в темницу. А вы очищаетесь и отправляете бумеранги, потому что вы все равно держите руку на пульсе. А ваши планы все будут осуществляться, несмотря на то, что эта дура за вами будет. Она, смотрите, бухает и следит за вами. Бухает и следит за вами. Может, кстати, проходить и мужик здесь, не обязательно баба. Здесь может проходить и мужик под сущами, который находится под подселами, и он в энергиях бабы. Вы человек, который рассчитывает только на себя, у вас идет решение абсолютно всех ваших проблем, особенно материального плана. А для нее тупики. И затмение там с головой непорядок. Все ожидает, что вот-вот я стартану, рост во всех сферах моей жизни произойдет. Я такой целеустремленный. Кстати, человек может сотрудничать с хозяином кладбища, либо же похаживать какому-то практику. Из-за этого болезни получит. Короче говоря, пусть девочки и мальчики бежит и переворачивается в воздухе. Вот такое вот предупреждение. Еще больше себе на голову получит сюрпризов. Почему? Потому что вы здесь явно предупреждены об этой ситуации будете. Как минимум моими ежедневными раскладами, короткими, да. Как максимум вы уже знаете, кто и что там задумал, как бы, и вам уже пришли свои инсайты в этом вопросе. Давайте еще посмотрим аспект по магии.
Буквально тут на несколько карт, чтобы вы имели представление, куда она там будет лезть. Девочки, ну это просто трындец. Эта карта вот на протяжении всей недели будет. Еще мой вам совет. Пересмотрите этот ролик в конце недели в воскресенье. Дабы закрепить интересный эффект для вот этой недоделанной, не знаю даже как, существа, да, которое вместо того, чтобы создавать, оно пытается забрать чужое. Вот эта карта, она все время вылазила на протяжении каждого, ну, практически каждого дня. То есть за неделю вы проанализируете и потом поймете. Здесь вы прям протягивать руки, понимаете, к вашему детищу, чтобы у вас были бесплодные результаты. Да, здесь попытается подселы сделать. И опять карта фотографии. То есть, смотрите, девочки, здесь вот лично на моем примере могу сказать так. Сделала скриншот и думает, что у нее получится перебить мне мой проект основательно вот касаемо этого оракула. По поводу этого момента я поведаю в раскладе, но в конце недели. Я подожду, пока эта долбоебка сделает то, что она запланировала, а потом въебу. Конкретно и основательно. Сюрпризы уже готовы. Буквально несколько часов назад я сделала расклад на неделю и сразу же предприняла все необходимые меры. То есть встречать тебя будут там с распростертыми объятиями. Уже готовы тебя встретить. Здесь прям по фотографии, понимаете? Но фотография, допустим, у вас есть работа в интернете. То есть фото будет браться именно вашего проекта. Понимаете? Или же ваше. Но здесь больше, понимаете, как именно вашего проекта. То есть какой-то ваш товар, поняли, и на него делается белиберда. Так что учтите это. Вы через сны получите для себя подсказки. Знаете что? Вот эта вот женщина, здесь все-таки баба мне падает. Здесь помимо вот этого самого нюанса по поводу вашего проекта, здесь бабца доигралась, ее ожидают инкубы. Здесь уже прописан тот факт, что женщина будет перерождаться и проходить те же уроки, но более жесткие по черному венчанию. То есть здесь у нее прям венчание с инкубом, который на физике, давайте я вам так скажу, женщина станет не хозяйка своей пиписьки. То есть у нее прям чесаться там будет, она будет ложиться под каждого, чтобы себя как-то угомонить. Вот вам как ориентир. А естественно, такие женщины, они очень легко считываются, они там зияют как дыра в пространстве. Вот такие вот были предупреждения. Для кого актуально и как вообще отыгрывается, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.